Привет, друзья! Сегодня будем готовить с вами аргентинский стейк на углях. Сегодня в моих руках толстый край, 2 ребра, или стейки рибай, который из него потом получится самый ценный, самый нежный, самый вкусный, пожалуй, наверное, в современном мире кусок мяса, который можно только придумать из коровы. Или из бычка. Из бычка, правильнее. Сейчас что мы с вами делаем? Это у меня мясо вызревшее, оно вызревало. На нем есть небольшое количество плесени, которую нужно срезать и зачистить жир для того, чтобы это было просто вкусно, эстетично и, конечно же, безопасно. Поэтому первым делом зачищаем мясо и подготавливаем наши стейки. Вот, видите? Такой заветренный жир. Он нам совсем ни к чему. И ничего хорошего он нам не даст. Плюс сами стейки нужно разделить на 2 части. Просто произведение искусства. И зачищаем. Я аккуратно срежу излишки жира с мяса. Как написали нам недавно под видео, мальчики шлепают женщин, мужчины шлепают стейки перед тем, как их пожарить. И нам нужно приготовить маринад. Что представляет из себя аргентинский способ приготовления мяса? Мясо не только, в отличие от классического способа, жарится на достаточно высоком расстоянии от углей, но и пропитывается маринадом. И во время медленного томления, точнее прогревания снизу вверх мяса, пропитывается всеми соками, которые из него выделяются. Поэтому и маринад должен быть насыщенным, ярким и ароматным. В ступке измельчу немного тмина, хлопья паприки. И туда же отправляю чеснок. И вот теперь этой смесью ароматной паприки, тмина, чеснока, а также солью, дробленым перцем и оливковым маслом натираем стейки со всех сторон. Дробленый перец и соль. Немного оливкового масла. А также для чистого благородного вкуса немного винного уксуса. Совсем капельку. И оставляем наши стейки промариноваться хотя бы на 1 час. После этого их можно будет отправлять на уголь. Сейчас дадим нашей решетке немножко прогреться и будем выкладывать на нее стейки. Что же касается технологии, благодаря тому, что я использую печь от barbecuecenter.rf, я смогу регулировать высоту приготовления стейков. Вначале сейчас решетка разогреется, мы положим стейки, после этого поднимем ее на верхнюю высоту, и они медленно будут томиться. И периодически я их буду переворачивать для того, чтобы полностью довести их до нужной температуры и прожарки. Делать будем среднюю прожарку. Вот так вот медленно прогреваясь, наши стейки будут готовиться. На это может уйти до 45 минут, иногда даже до часа, в зависимости от толщины ваших стейков. Ну а пока они готовятся, я расскажу вам про Barbecue Center. barbecuecenter.rf изготавливают комплексные печи и варианты для них. Вы можете заказать мойку, можете заказать печь под казан или гриль-стол, на котором вы видели большое количество рецептов, которые мы вам показывали. Это модульные печи, собираются достаточно легко. На все про все у вас уйдет буквально 15-20 минут. Вне зависимости от того, есть у вас беседка или нет, вы можете устанавливать их как под закрытыми помещениями, так и на открытом воздухе. Ссылочку на barbecuecenter.rf я оставляю в описании. Переходите и заказывайте себе комплексы. Друзья, наши стейки уже практически готовы, это значит, что скоро мы будем их подавать. И идеально подать их к столу с соусом чимичурри. Но готовить мы будем не классический, а с запеченным чесноком. Я забросил один в фольге запечься, пока стейки запекались, и посмотреть, что с ним произошло. Выглядит это примерно вот так. И внутри шелухи у нас запеченный чеснок. И мы эти зубчики отправляем в блендер.
Смотрите, он просто как паста. Туда же отправим петрушку. Ее должно быть много. И половину головки красного лука. Если есть в наличии шалот, то лучше использовать его, но если нет, то используйте сладкий красный лук. Ложку винного уксуса, соль, немного паприки и оливковое масло, полстакана. И все измельчить. Получается просто шикарный соус или ароматное масло, называйте его как хотите, который идеально подойдет для подачи стейков. Ну а наши стейки уже готовы. Можно снимать их, дать им немножко отдохнуть и нарезать. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Мне уже не терпится разрезать. Думаю, и вам. И, конечно, соус. Хотя мясо настолько сочное, что им можно умыться. Соус здесь просто дополнение. А запах обалденный.